Здравствуйте! Сегодня у меня торт с черной смородиной. К яйцам добавлю сахар, ванильную пудру, пищевой краситель и взобью в пышную пену. Постепенно вмешаю просеянную муку. Переложу тесто в тортницу. Дно и бока я обложила пекарской бумагой. Выпекать бисквит буду в прогретой до 150 градусов духовке на среднем уровне в течение 20 минут. Затем убавлю температуру до 130 и буду печь еще 15 минут. Бисквит я опрокину. И оставлю в открытом виде при комнатной температуре на одни сутки. Жареные грецкие орехи немного измельчу. К белкам я добавила половину нормы сахара. И еще подбавлю ванильную пудру, пищевой краситель и взобью до плотного состояния. Вторую половину нормы буду добавлять постепенно. По краю обратной стороны листа я отсажу несколько украшений. Все остальное безе отсажу в виде коржа. Сверху обсыплю орехами. И форму поставлю вот сюда, ближе к углу, чтобы не задеть украшения. Сушить буду в духовке на среднем уровне при температуре 50 градусов с приоткрытой на 1 сантиметр дверцей в течение 2 часов. Украшения сниму через час. К соку черной смородины добавлю сахар. На среднем огне, не перемешивая, дам закипеть. И теперь на минимальном огне дам покипеть 1 минуту. Я его разбавлю вином.
И это будет пропитка для бисквита. Второй сироп будет для масляного крема. К соку черной смородины добавлю сахар. На среднем огне, не перемешивая, дам закипеть. А дальше на самом маленьком огне буду варить до пробы на бороздку. Ну вот сироп готов. Он должен полностью остыть. Сливочное масло взобью. Когда оно побелеет, постепенно вмешаю сироп. Это масляный крем, а второй крем будет белковый. И для него я сварю точно такой же сироп, как и предыдущий. То есть сок смородины и сахар буду уваривать до пробы на бороздку. Не перемешивая, доведу до кипения. Ну и дальше продолжу варить на минимальном огне. Когда до готовности сиропа останется примерно 5 минут, я начну взбивать белки. Их я заварю кипящим сиропом. Бисквит разделю на 2 части. Промочу винным сиропом. Промажу половиной масляного крема. И этот коржик тоже сутки отлежал при комнатной температуре. Корж из безе положу орехами вниз. Его промажу второй половиной масляного крема. Накрою бисквитом. Его тоже пропитаю, но не настолько обильно, как нижний корж. Белковым кремом промажу бока торта. Верх тоже этим кремом промажу. Декорирую бока.
Вот оставшиеся украшения я покрошу. И присыплю ими вот эти вот промежутки. Ну и последний штрих. Пару веточек смородины. Вообще-то, конечно, хорошо было бы ему хотя бы часа 2 провести в холодильнике. Но мне его так хочется, что я его разрежу прямо сейчас. Вот хорошо, если не поплывет. У нас жара страшная. Всего вам самого доброго.